Друзья, приветствуем вас в эфире «Геоэнергетика Инфо». С вами на связи я, Светлана Пикта, и Борис Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Борис Леонидович, Росатом проектирует АЭС, строит по всему миру, добывает, обогащает, перерабатывает ядерное топливо, строит ветряки, продвигает ядерную медицину. Это понятно, но почему именно Росатом стал единым морским оператором Северного завоза? Давайте разбираться, что такое Росатом. Это государственная корпорация, одна из двух напрямую подчиненная президенту, вторая Роскосмос. Правда, результаты у корпорации разные, но это уже отдельная тема. Отсутствие подчиненности правительству напрямую. Да, необходимо согласовывать, но действует достаточно индивидуально. То есть, как атомный проект у нас выглядел, в 1945 году так он выглядит и сейчас. Есть первое лицо государства, есть лицо, отвечающее за проект, и есть лицо, отвечающее за военную составляющую. Есть президент России Владимир Путин, есть генеральный директор корпорации «Росатом» Лихачев. Если посмотреть в устав Росатома, то высшим исполнительным органом корпорации является генеральный директор, назначаемый, снимаемый с должности указом президента. Не некий коллегиальный орган, не еще что-то, высшее исполнительное лицо, человек в количестве одна штука. Ну и есть то, что сейчас, в общем-то, открыто, но просто мало кто на это обращает внимание. Олег Никандрович Шубин, руководитель ядерного оружейного комплекса. Почему у него не берут интервью, почему он не мелькает на вечеринках, даже сказать не могу. То есть такой же триумвират. Но за те годы, которые у нас развивался атомный проект, он стал развиваться по разным направлениям, в том числе и ледокольное направление. Первый в мире атомный ледокол – это ледокол «Ленин», нынешний музей атомного ледокольного флота в городе Мурманске. С удовольствием бы посетил, если такая возможность появится. Атомные ледоколы – некоронованные короли Арктики. Здесь все достаточно понятно. Начиная с 1 января 2019 года Росатом – оператор Северного морского пути. Это вполне очевидно. После того, как некоторое время у нас существовал принцип двух окон, Министерство транспорта выдавало разрешение на прохождение по акватории Северного морского пути торговым судам. Росатом, собственно говоря, сопровождал. Закончилось это тем, что у нас же сейчас глобальное потепление, поэтому не стоит удивляться тому, что в конце октября, начале ноября 2022 года во льду возле Певека намертво вмерзли 18 судов. Росатом их извлек, слава богу, недалеко от берега. Происходило, никто не пострадал, вертолетами доставляли все, что было необходимо, все было замечательно. И опять же, вот частно-государственное партнерство. Росатом не предусматривал, что ему придется снимать ледоколы с линии и куда-то тащить. Кого-то вытаскивать, извлекать, спасательными операциями заниматься. Абсолютно частная компания «Норникель». Но вопрос со стороны Росатома можно? Мы тут пару неделек подождешь? Подожду. И надо отдать должное, подождал совершенно бесплатно. После этого принцип двух окон исчез. Министерство транспорта занимается любым другим транспортом, вот, например, железнодорожным, у них неплохо получается. Но в дела Северного морского пути больше не вмешивается. Росатом сам наблюдает за погодой, сам выдает разрешение, сам сопровождает, если есть необходимость. Напомню, что в течение 5 месяцев ледокольное сопровождение вообще не требуется. Но больше вот ничего подобного и больше никто нигде не застревал. Ну, очевидно, что если именно Атомфлот отвечает за проводку торговых судов, ему и отвечать за Северный завоз. Северный завоз – это завоз морем, значит, по той же акватории того же Северного морского пути. Сопровождение не каких-то крупных судов, которые отвечают за международную торговлю и так далее. Наше обычное судовождение поближе к бережкам.
На всякий случай напомню, что в годы страшного тоталитаризма, ужасного планового социализма, ну, это, я боюсь даже эти слова вслух произносить, вот когда все было очень плохо, в акватории Северного морского пути было 39 опорных пунктов, сейчас 12. Немножко поменьше стало. Понятно, что не везде удобно. Последний раз углубление русла реки Лена происходило в 1987 году. Сейчас стало немножко помельче. Даже не знаю почему. Порт Тикси, глубина в акватории 3 метра. То есть доставка северным завозом выглядит достаточно занимательно. Атомные ледоколы сопровождают торговые суда до того места, докуда можно поставить, а дальше небольшими суденышками все растаскивается в Тиксе. Очень удобно. Главное, что рентабельно совершенно. Вместо того, чтобы заниматься там строительством дноуглубительного флота, еще чем-то, вот людям есть чем заняться. Бегать между большим судном, маленькими суденышками прекрасно. Что такое северный завоз, как он выглядит? У нас сейчас 21 век. Я обязан сказать вот все эти слова, без которых сейчас ни одна передача на федеральном СМИ невозможна. Роботизация, цифровизация, искусственный интеллект, что-то там еще, 3D-моделирование. Ну, вы наговорите там без меня. Уверен, что вы лучше меня знаете, какие слова надо произносить. Раз уж мы заговорили про Тикси, то доставка всего необходимого, а это более 3 миллионов тонн грузов, но это, разумеется, не только на Якутию, но на все наши удаленные территории, выглядит следующим образом. До Тикси доставили. Поскольку глубина реки Лена вот такая, какую я уже назвал, идти по льду, по Лене, возможности нет. Нет у нас ледоколов, которые с глубиной 3 метра могли бы справиться. Значит, мы спокойно доставленный груз заскладировали и ждем, когда сойдет лед. Лед сошел, подняли вверх по течению, завезли в те населенные пункты, которые непосредственно на Лене находятся, спокойно подождали, пока вскроются все притоки Лены, развезли по этим притокам. Вот, собственно говоря, полгода прошло. Но в Якутии не все населенные пункты возле рек. Есть те, которые в глубине территории. Дорог там просто нет. Проложить их по вечной мерзлоте в летнее время невозможно без суровых капитальных вложений. Соответственно, складируем все необходимые грузы на бережку, ждем наступления хорошего снежного покрова и прокладываем зимник. То есть в Якутске минус 50, в полярную ночь прокладываем. Нигде я пока не видел в открытых источниках информации о том, сколько стоит километр зимника, так называемого. Можно опираться только на информацию, которая один раз мелькнула у Роснефти. В рамках проекта «Восток-Ойл» они свои приисковые дороги тоже прокладывают в таком же режиме. Насколько можно судить вот по той информации, она там не специализирована, есть общий километраж, сколько этих дорог построено, сколько денег это стоило. Получается, что около 20 миллионов рублей. Вот эту дорожку проложили, доставили грузы, дорожка по весне растаяла, ну, это значит, что никто не сидит без работы, следующей зимой будем снова прокладывать зимники. Среднее время доставки грузов, основной объем грузов – это уголь, составляет 2 года. Да, ну вот и сейчас снова надо добавить роботизация, искусственный интеллект, цифровизация. Ну, как выглядит уголь, доставленный в котельное после того, как он немножко полежал в Тиксе, немножко полежал на берегу Лены, немножко полежал на притоках, его немножечко подморозило, он растаял и так далее, и так далее. Ну, сказать сложно, если не использовать абсентную лексику. Он хорош, он чертовски хорош. Вот так выглядит у нас северный завоз. Так сложилось в 50-е годы минувшего века. Прошло всего 70 лет, поэтому ничего нового мы предложить не можем. Не надо никуда торопиться. Обходится это очень дорого. Совершенно естественно. Это не только зимники, это и работа атомных ледоколов. Это не окупается, поскольку нет рек, нет речного судоходства, собственно говоря. Обь, только Обская губа, Енисей только до Дудинки.
Лена, ну, такая, какая есть. 3 месяца там навигация есть. Средний возраст судов Ленского объединенного речного пароходства составляет 54 года. Я не буду это комментировать, вы уж там сами представьте, как все это выглядит, почему они до сих пор на ходу. Вопрос загадочный. За какой участок работы будет отвечать Росатом? Только за то, что связано с водой, то есть по Северному морскому пути и по низовьям сибирских рек, или как-то иначе? Я сейчас сказать точно не могу, тем более, что в соответствии с поручением правительства в свои права как оператора Северного завоза Росатом вступает с 1 января следующего года. Не этого, то есть есть время, видимо, попытаться представить, каков объем работы. Как это выглядело в тяжелые советские времена, когда вот нас всех водили строем. Я и сам помню, что родился по заданию партии и правительства. Тогда было очень тяжело. Тогда приходилось не только доставлять грузы, но и забирать грузы. Крупнейшим речным портом Советского Союза являлся порт Ямбурга. Там было много грузов. Там шел лес, там добывали золото, там добывали руды других металлов. Все это вывозилось по рекам. Сейчас, я напомню, после небывалых успехов по развитию речного грузового оборота 2024 года, когда удалось практически на 20% нарастить из всего грузооборота нашего внутригосударственного, речное судоходство забрало на себя уже больше процента, снизившись по сравнению с советскими временами в 13 раз. Неплохой результат. Как будет с этим бороться Росатом? Превратится ли он еще и в судостроительную компанию? Я на всякий случай, так хотя бы наискосок, направление работы Росатома. Композитные материалы – это Росатом. Все, что связано с 3D-печатью металлической – это Росатом. Росатом – это федеральный экологический оператор. Он отвечает за работу с наиболее опасными отходами первого-второго класса. Отходы первого класса – это то, с чем природа не справится от слова «никогда». То есть, если это выбросить где-нибудь в лесу, то оно там и будет лежать, и внуки и правнуки тоже застанут. С отходами второго класса опасности природа справляется за период от 30 до 50 лет. Вот этим тоже занимается Росатом. Росатом занимается ветряками. Росатом отвечает за Северный морской путь, включая логистическую компанию, тоже теперь Росатом, медицина, ну и так далее, и так далее. Вот добавили новое направление. Борис Тоже, по-моему... Леонидович, это же сделано по поручению президента, правильно? Как это будет реализовываться? Ну, посмотрим, посмотрим. Я думаю, что Росатом сообщит об этом. У него есть почти год на размышление, на составление планов. Ну, надо отдать должное, что это полнейшее соответствие либеральной доктрине экономики. Эффективный частный собственник, как увидел поручение президента, так побежал его выполнять. Севернозавоз осуществляли частные компании с разными успехами, но для того, чтобы это осуществлялось более-менее цивилизованно, приходится брать ту корпорацию, которая, ну, грузи на того, кто везет. Вот Росатом везет все подряд, на него загрузили заодно и Северный завоз. Будет ли он заниматься развитием территорий, прилегающих к акватории Северного морского пути, с тем, чтобы у нас из опорных пунктов, их сейчас очень несложно перечислить, Мурманск мы вычеркиваем, он не входит в акваторию Северного морского пути, она начинается с проливов архипелага Новая Земля. Что у нас там дальше? Дальше у нас, простите, Сабетта, приразломная нефть, Диксон более-менее восстанавливающийся, Дудинка, которая поглубже у нас территория Тикси, Певек. Вот все, что осталось. Ямбург исчез, очень крупный порт на Колыме, Зеленый мыс, красивое название, это практически граница Якутии и Чукотки, тоже не работает, он обмелел, грузов нет. Гидроэлектростанции построили, можно было бы налаживать судоходство, но это, слава богу, никому не надо, поэтому это просто для завоза.
Какая будет рентабельность, ну, можно представить. Если можно только доставить и ничего нельзя забрать, разумеется, то, что доставляешь, стоит в 2 раза дороже. Будет с этим бороться Росатом? Насколько это подходит атомной корпорации заниматься еще чем-то? Ну, напомню, что в конце прошлого года появился проект создания нового порта Найба. Это противоположный берег Лены. Если на Тиксе смотрим, то это правый берег, там значительно глубже, у береговой линии глубина до 12 метров. Соответственно, туда можно доставлять действительно крупные грузы, забирать оттуда крупные грузы. Там бартерная договоренность, я по-другому не могу характеризовать Росатома и правительство Якутии. Росатом занимается строительством порта, в ответ на что Якутия обязана обеспечить дорогу для того, чтобы доставить малую атомную электростанцию в Устьянский район Якутии. Для Якутии это подвиг, это больше 300 километров проложить дорогу поверх вечной мерзлоты. Да, это такое инженерное событие, будет немало. И понятно, что Якутия заинтересована в том, чтобы наращивать там грузооборот. Какие планы у республики, мне сказать сложно. Мы, к сожалению, в открытых источниках ничего не видим. Что они собираются поставлять? Может быть, та продукция, которая будет в Устьяне, это крупнейшее неразрабатываемое в России месторождение золота, Кючус. Это перспектива добывать еще и олово, тоже острый дефицитный продукт. Будет ли организовывать компания, добывающая глубокое производство на месте, или транспортировать концентраты? Посмотрим. Частная компания называется «Селигдар». Среди геологов легендарная совершенно организация, бывшая компания «Артель». Они сохранились, они работают, они значительно расширили. Насколько удачно у них все получится, какие у них планы, с учетом того, что они не являются машиностроителями, будут они добывать оборудование в России, искать варианты замещения импорта или через китайские Дубаи проездом через Сингапур как-то завозить. Посмотрим. Не думаю, что мы увидим много информации, но то, что проект будет реализован, вот в Солидаре сомневаться не приходится. Таких крупных проектов, которые были бы связаны с Арктикой и еще, мы, к сожалению, не видим. Арктику мы развиваем по очень сложному алгоритму «копай, качай, вези». Добываем нефть, вывозим в сыром виде, добываем газ, не перерабатываем, производим СПГ. Это не переработка, это перевод газа в другое агрегатное состояние. Был газообразный, стал жидкий, повезли. Какой результат, тоже известно. Можно оценивать ту или иную транзитную артерию по 2 критериям. Либо по грузообороту в тоннах, 38 миллионов тонн, наивысшее достижение советских времен 7,5, то есть кратное превышение, тут молодцы. Но если сравнивать, допустим, грузы, которые уходят из Сабетты, то есть СПГ в рамках проекта Ямал-СПГ, почти 20 миллионов тонн, из Норильска порядка 2 миллионов тонн. Стоимость грузов из Норильска трехкратно превышает стоимость СПГ из Сабетты. Это более глубокая переработка и несколько иной результат. На мой взгляд, наглядно, но пока мы не видели, чтобы кто-то из наших добывающих компаний об этом соблаговолил задуматься. Потому что качай, копай, вези – это намного проще. Реки не работают. Не работают реки, значит, все территории, которые в зоне притяжения великих сибирских рек, тоже на стадии затухания, я бы так вежливо сказал. У нас есть, конечно, стратегия пространственного развития России, разработанная выдающимися специалистами Министерства экономического развития. Я пытался ее читать, но у меня уже и возраст, и сердце слабое, не дочитал. Не очень понимаю, о какой стране они пишут.
Ну да ладно. То есть, на мой взгляд, для того, чтобы северный завоз реализовывался на том уровне, который действительно достоин 21 века, подходить надо к этому несколько иначе. Я напомню, что совсем недавно на морской коллегии господин Патрушев заговорил о необходимости развития речного грузооборота, развития речного флота. Постараюсь не забывать об этом напоминать при каждом удобном случае. Если к нам вернутся наши реки, все будет выглядеть несколько иначе. И северный завоз будет совсем другим. Если в Тикси или в Найбу нужно доставить грузы для жизнеобеспечения, но забрать оттуда товары более-менее глубокой переработки, это один результат. Если только дизельное топливо, уголь для того, чтобы жили и хорошо себя чувствовали изолированные поселки, то это другой результат. Напомню, что мы ожидаем реализации проекта на Чукотке, тоже золотодобывающее, золотомедное месторождение, Баемский ГУК. Там, к сожалению, произошел сдвиг вправо как раз из-за рестрикций, направленных против России. Лицензии на этот проект, на это месторождение владела казахская компания «Каз Minerals». Компания, на самом деле, международная, у нее есть свои проекты у себя дома в Казахстане, и в других республиках Центральной Азии, и даже в Европе у них есть. И понятно, чтобы не подставлять под удар все эти проекты, была организована новая компания, после нее возникла еще и третья компания, так что не исключено, что мы еще дальше это вправо куда-нибудь будем двигать. По-прежнему Россия не желает, как государство, заниматься разработкой крупнейшего в мире титанового месторождения на территории Республики Коми. По каким причинам, для меня не совсем очевидно. То, что запасы, поставленные на учет государством, превышают миллиард тонн, и это только часть месторождения. Известно, занимается по-прежнему этим небольшая частная компания, группа компаний «Русский Титан». С учетом того, насколько у нас сейчас научно обоснована ставка рефинансирования Центробанка, я думаю, что торопиться там никуда не нужно. А что такое частная компания на таком месторождении без поддержки государства? Руды титановые совершенно отличные от тех руд, которые имелись на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Соответственно, все технологии ее переработки нужны были с нуля. И компания «Русский Титан», добывшая эту лицензию еще в конце 90-х годов, вместо того, чтобы повести себя так, как вели себя многие, вот у меня есть лицензия, я ее рано или поздно перепродам за 5 цен и буду счастлив. «Русский Титан» решил развивать технологии самостоятельно. На создание технологии ушло 11 лет. Это просто технология добычи и получения концентрата титановой руды. Мне кажется, что при наличии государственного финансирования, государственного интереса результат мог быть совсем другим. Таких месторождений, не разрабатываемых по самым разным причинам, ну, разные причины. Нет денег, нет желания, ничего нет. Там Торское месторождение редкоземельных металлов, богатое искандием и чем угодно. Я насчитал уже 4 проекта его развития, 17 лет с момента получения лицензии компании «Ростех», но пока не разрабатывается, торопиться не надо. Ну и так далее, и так далее. Так что, к сожалению, северный завоз, это будет большая нагрузка и для государственного бюджета, но я думаю, что с учетом профессионалов Министерства финансов эта нагрузка будет аккуратно перераспределена в пользу Росатома. Будет ли пытаться Росатом превращать это во что-то рентабельное, ну, на мой взгляд, это задача государства, а не отдельной корпорации. Необходимы планы развития всех наших арктических территорий. Это точно не дело. Фактически благополучие наших северных регионов без государственной поддержки невозможно. То есть делаем такой вывод. К сожалению, да, потому что если 30 лет ничего не делать, то получим совершенно удивительный результат. Есть масса интересных проектов у Якутии, это и фосфаты, и многое другое, но что получится, что не получится, во многом это зависит от участников. Как с финансированием наших компаний известно, получится, не получится. Поэтому, когда
президент России говорит о том, что было бы здорово, если бы пришли американские компании. Ну, это на самом деле правда. Вот только я не очень понимаю, что будут делать тогда российские компании. Даже если это совместное предприятие, то американская компания, которая придет со своим финансированием 4,5% на день сегодняшний, ей будет сложно работать на паритетных условиях с российским соучредителем этого совместного предприятия, потому что в России кредиты стоят немножко других денег. Ну, будем смотреть. Что-то сдвинется, кто-то задумается о том, что неплохо бы разнообразные стратегии развития между собой как-то подружить, там, чтобы они немножко больше сочетались одна с другой. Будем смотреть. Может быть, нельзя этого исключать. РЖД все-таки отменит антироссийские санкции и займется теми проектами, которые она отложила вправо, причем на такой горизонт, который невооруженным глазом, собственно говоря, и не разглядеть. Северный широтный ход 2, ну и так далее, и так далее. Что скажет Росатом, насколько масштабно он войдет в этот проект? Но я напомню, что на первом дне информации в Росатоме регулярно такие проводят. В прямом эфире руководитель, ему можно задавать вопросы, получать ответы, но в своей приветственной, так скажем, речи, которая открывала день информации, Алексей Евгеньевич говорил о том, что в тех условиях, которые сейчас сложились на финансовом рынке России, от непрофильного бизнеса нужно воздерживаться. Причины тоже достаточно очевидны. А то, что это направление для Росатома можно назвать традиционным только частично, но это правда. Одно дело сопровождать суда, которые идут вдоль Северного морского пути с востока на запад, с запада на восток. Другое дело необходимость заходить в устье рек, разгружаться в относительно живых портах, ну и так далее. Так что с интересом буду наблюдать, что мы услышим от Росатома по этому поводу. И, друзья, пишите, что вы думаете по поводу этой инициативы, по поводу ее реализации, по поводу судьбы наших северных регионов тоже. Всем спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Новости о проекте появляются прежде всего там. Всем всего доброго.